Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за прямыми эфирами и нашими встречами с Дмитрием Спиваком. Он на связи прямо сейчас. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую тебя, Саш, приветствую тебя, приветствую наших зрителей, уже традиционных по понедельникам. А чё ж за нами не следить-то, в общем-то, когда дискуссии интересные, непростые. А с одной стороны, можно высказать альтернативное мнение. У нас тут на канале свобода слова, не то, что вообще в информационном пространстве. Вот, мы ж 2 миллиарда не тратим на этот, как он, единый марафон. Это самое большое открытие цивилизации, связанное со свободой слова. А мои израильские друзья меня раз 5 спрашивали, что это такое, как оно работает. Им то ли понравилось, то ли они удивлены. У них же тоже типа там война и так далее. И есть такое ощущение, что возникла там у кого-то мысль, а почему бы нам тут как бы вот. Ну и спрашивали меня про конструкцию, спрашивали, как зрители относятся, как украинские граждане относятся к телемарафону. Я сказал, что согласно социологии блестяще, согласно разговорам на кухне как-то иначе. Где найти посерединке, говорю, я не очень понимаю. Ладно, друзья, это так я улыбнулся. Во-первых, надо сделать 2 стандартных заявления. Значит, первое, кто не смог еще этого сделать, смогите, подпишитесь на канал Саши Шелеста. Вот. Ну и сегодня с вас лайк, с нас анализ ситуации, аналитика и, как всегда, прогнозы, которые, черт возьми, почему-то в 90% из 100 сбываются. Значит, какие-то толковые аналитические справки мы делаем. Это не может не радовать. Я готов, Саш. Да, друзья, как всегда, прямой эфир. Если хотите чего-то написать на экране и канал поддержать, это QR-код, который возле меня. Если готовы задать вопрос заблаговременно, взвешенно, так сказать, заранее, то это в сообщество YouTube и закрытый клуб в Телеграм-канале зрителей Шелеста. Ну и, конечно, с чатом онлайн будем беседовать в самом конце, поэтому вопросы сразу не пишите в чат, а вот приготовьтесь, да, немножко позже. На закуску, так сказать, да, приступим к общению непосредственно тем темам, которые вас волнуют. Ну а сейчас взволнованно все следят за Лондоном. Украинцы, ну или, знаете, уже как-то так отрешенно, что ли, с опустошением, потому что столько этих метаний было, переговоров, столько просиживали, собственно, в Майами Гнатов и Умеров, и вот сейчас Зеленский, наверное, должен, по идее, узнать что-то у них и поделиться, так сказать, впечатлениями с господами, в общем-то, Мерцем, Макроном, Стармером уже поделились, уже, в общем-то, Мерц и Макрон откланялись, а на Даунинг-стрит пока что прибывает Зеленский и общается дальше. Что привезет, и, в общем, будем анализировать, пытаться понять, насколько вообще вот эта коалиция желающих желает дальнейшего участия. Ну и, в общем-то, вопрос по этому поводу. Готова ли Европа и Британия помогать Зеленскому, внимание, всерьез? Ну, то есть полностью, так сказать, брать бразды в свои, быка за рога, бразды в свои руки. Варианты. Да, война Европы и России просто дело времени, поэтому, в общем-то, Европа уже начала эту войну и будет вкладываться в Украину, потому что это как бы оттягивает старт их войны. А, ну, в любом случае, это неизбежно, поэтому все будет. Нет, наобещают с 3 короба и кинут. Следующий вариант. Оружие и деньги, конечно, дадут, а вот люди с Зеленского вовсю сейчас разгоняется и обсуждается тотально еще более жуткая и массовая мобилизация в Украине. Мол, это якобы есть то, что может Зеленский предложить взамен. Ну и 4-й вариант. Личными гарантиями спрячут в схрон. Ну, то есть дадут личные гарантии безопасности. Ну, а дальше посмотрим, да, транзит власти, о котором не говорит только ленивый. Вот такие 4 варианта. Дмитрий, что думаете вы по поводу Европы и Британии? Я очень хорошо знаю, что это вообще ваша любимая тема, насколько Европа готова помогать Украине всерьез. Я выберу там посерединке между 2-м и 3-м пунктом у тебя. Оружие и деньги Что дадут? касается... Ну, какие-то деньги, какие-то оружие дадут. Безусловно, не будет никакого репарационного кредита. Более того, сегодня Макрона уличили опять, как бы это сказать, красивое слово надо подобрать. Не хочу вот это слово, уличили как это, да бог его знает, не могу подобрать синоним, значит, уличили в неправде. Вот так. Значит, громче всех Франция кричит, что она как бы давит на Бельгию с точки зрения там репарационного кредита и так далее.
хотя я бы закрывал эту тему, не будут арестованы и переданы Украине активы российские, которые являются собственностью Центробанка России. Об этом сегодня в 713 раз уже сказали и представители Евроклира, что это наша собственность, и представители правительства Бельгии. Ну, все уже все сказали, не будет. Но дело даже не в этом. Интересная история такая, что Макрон, ну, Франция в смысле, да, а значит, у них же там спрятано тоже частичка российских активов на 18 ярдов. Ну, как спрятано? В разных там коммерческих банках французских и так далее. Нормальная история. Так вот, Франция отказалась выдавать эти 18 ярдов российских активов в общак. Ну, то есть мы как бы за репарационный кредит, конечно, да, но чужими руками. Весь мир опять это смотрит. И Франция закупает, продолжает сжиженный газ у России. И продолжает торговать. И денег они не хотят разблокировать. И вот эта история с 18 ярдами. Ну, ребята, если вы лидеры коалиции желающих, и у вас спрятаны 18 миллиардов российских денег, продемонстрируйте всей Европе, продемонстрируйте Бельгии, я сейчас говорю без иронии, это была бы классная демонстрация, мол, смотрите, ничего страшного, вот у нас 18 миллиардов есть, нате, Украина, мы забираем российские 18 ярдов и передаем вам. И глядишь, Европа бы зашевелилась, ага, сейчас. Поэтому, значит, репарационного кредита не будет. Почему я сказал, правда там без иронии? Слушайте, ну же да, без слушайте, иронии. ставленник Ротшильдов, они знают цену деньгам и понимают, да, что, знают. что от них убегут все, и будет Европа кушать сыр, бри, мягкий вот. такой. Поэтому, Сань, надо заканчивать эту историю с репарационными кредитами, а ничего этого не будет. То, что я выбрал второй, третий пункт, и ты переспросил, то, конечно, если Европа, глобалистская Европа за продолжение войны и против любых мирных инициатив Трампа, то они вынуждены как-то нам помогать. Поэтому какие-то деньги будут кредитные, я подчеркиваю. Бесплатного сыра не будет. Какие-то деньги, небольшие, потому что больших денег в Европе нет. Какое-то оружие небольшое, потому что большого оружия в Европе без США нет. А у США есть, но только за деньги. И поэтому смотри пункт 1, опять вернемся к деньгам. Почему я не выбрал и улыбнулся там, когда ты зачитывал 4 пункт? Потому что в Европе никто не может дать личных гарантий ни Украине, ни Владимиру Зеленскому. В мире могут дать личные гарантии 4 актора. Вот гарантии стране могут дать только совместно. США, Китай, Россия, Ватикан. Это будут некие гарантии. Ну, такие не стопроцентные, но 90% гарантии. То есть, если 4 этих глобальных актора договорятся и будут подписаны глобальные документы о неких гарантиях, это можно считать относительно. То есть, что это не будет Будапештским китком 2.0. Значит, что касается Европы, то там только бриты играют в эту игру. И если Виндзорский замок может дать некие гарантии, то, ну да, они как бы играют. А какие гарантии кому может дать Мерц, у которого рейтинг 20 и который через полгода просто станет пенсионером? И какие гарантии может дать Эммануэль Макрон? Ну какие? Вот те, кто так считают, вот мы должны получить от Франции, да ничего мы не... Какие? Там же Владимир Зеленский же чего говорит? Мы хотим получить от западных стран гарантии безопасности, то есть документ отдельный, где будет прописано конкретный ответ на вопрос, что будет делать Запад, ну, если там Россия вторично нападет. А что будет делать Запад? Ну, вот мне просто интересно, а мы чего рассчитываем? Что французские войска начнут воевать с русскими? Не начнут. Немецкие начнут? Тоже не начнут. Нам Таурусы дадут? Не дадут. Ну, как бы вот все. Есть пресловутая 5-я статья Устава НАТО. Я почему говорю пресловутая? Потому что на нее все ссылаются, а там ничего особого нет. Там нет обязов и росписью кровью. Что если там на кого-то нападают, то все начинают воевать. Нету там этого. Там есть, что все начинают совещаться, принимать решения, помогать, деньги, оружие, там, да, космос, разведка, да, я согласен. Такая коллективная история. Но воюете вы одни. И поэтому, ну, как бы, даже если вы член НАТО, не факт, что если на вас нападут, то вы будете воевать всем колхозам. А если вы не член НАТО, и вам просто выдают некие гарантии, ну, как пойдет, называется. Что мы хотим, чтобы нам написали? Вот тот же Дональд Трамп, или там Макрон, Мерц, Стармер. Вот я бы у наших тоже вот переговорщиков спросил бы, слушайте, ну мы же должны требовать какие-то вещи, ну, которые вторая сторона переговоров в состоянии реализовать.
Мы что хотим от них получить? Слово, что если Москва нападет через 5 лет, то что они включатся в войну, там Америка, Британия, Франция и так далее, и начнется Третья мировая, ну не включатся они в Но вы войну. согласны, Дадут нам оружие? что это повод не ну, в общем, как бы не завершать войну, прежде всего и для Киева в том числе? Ну, смотрите, Зеленский, смотрите, он понимает, что ему ничего не светит, то есть в плане там серьезной поддержки какой-то вот такой, о которой вы сказали, да? И поэтому ставит такие условия. Тут, да нет, условия, наверное, правильные. Я вот, правильные условия. Вот так, если поменяться местами, если бы я сейчас был бы человеком, от решения которого зависит судьба, не просто же остановить войну завтра в 10:30, а сегодня же идет речь о документах, которые лягут в основу, вообще будущего мира, там, на десятилетия вперед. И если ты президент, и от тебя вот это сегодня зависит, и твоя подпись, твое решение и так далее, да правильные требования, я бы тоже требовал бы. А что дальше, я задавал бы вопрос. А вот что после войны? А что с территориями? А с репарациями? А с гарантиями безопасности? А с вооруженными силами? А с технологиями? А с восстановлением Украины? Я бы тоже ставил бы эти вопросы. Потому что без них бессмысленно. Это тогда не речь о мире, это тогда речь о перемирии. А это разные вещи. Но мне представляется, что надо ставить вопрос гораздо шире и привлекать наконец-то уже в эту всю историю переговорную не только европейцев, а лидеров глобального юга. Потому что когда Макрон съездил в Китай к товарищу Си, вот они силы, весь мир видит, вот Китай, да, вот Китай. А вот Франция, там проблемы финансовые, экономические, политические. Сейчас в Китай летит глава МИДа уже Германии вслед за Макроном. Потому что в мире же происходит интересное событие. Посмотрите, значит, Китай с Россией проводит военные учения. Причем такие узконаправленные, отрабатывают совместно систему противоракетной обороны. Это же показательная история. Это показушно, показательно Европе, Дональду Трампу. Вот мы тут вместе, ты там аукус, значит, с Австралией, там, Британией и так далее, а мы тут как бы отрабатываем. Если вдруг ракеты полетят, мы тут будем, значит, отрабатываем, как мы их будем сбивать. В это же самое время Россия с Ираном продолжает свое союзническое там, подписание разных бумажек, и подписывают сейчас меморандум, значит, о сотрудничестве в информационно-коммуникационных технологиях. Там, значит, технопарк, блокчейн, финтех, искусственный интеллект, кибербезопасность и так далее. В эти же дни Россия там начинает только, справедливости ради, начинает только переговорный процесс с Индией о возможном будущем совместном производстве дронов и других там беспилотных каких-то систем. Но Европа это все видит. Вот он, глобальный юг, вот он, глобальный игрок. Мы же, на мой взгляд, уткнулись в некую стену. Вот у нас есть Европа. И я тут тоже понимаю Владимира Зеленского. Я бы тоже пытался бы с Европой что-то делать. Почему? А с кем другим? Вот она такая, эта Европа. Так вы только что сказали, с кем другим. Подождите. Нет, так без Европы все равно не получится. Вы только что сказали, с кем. Глобальный а почему Восток не получится без Европы? У Трампа получается без Европы, видите? И как? у Трампа не получается. Да о чем ты говоришь? В этом же трагедия и беда в том, что с февраля месяца у Трампа не получается с Европой. Он это видит и понимает. Потому что если бы он мог, он бы закончил, Трамп я имею в виду, он бы закончил войну в Украине где-то полгода тому назад. Ему все равно, где границы происходят, где там этот Донбасс, кто откуда там что должен выбить, все равно Дональду Трампу. Мы ему не интересны, как будущие субъекты. Он не собирается заниматься Украиной с точки зрения его видения. Но после того, как Белый дом опубликовал новую внешнеполитическую стратегию США, где впервые за десятилетия Россия не указана как главным врагом, а наоборот там идет речь о том, что нужен баланс взаимоотношения с Россией, потому что Китай, доктрина Монро 2.0, Латинская Америка, Китай, Индо-Тихоокеанский регион, то есть, конечно, Европа в шоке. В этой внешнеполитической доктрине трампизма, а именно трампизма, то есть Трампа, Венса, она рассчитана же, эта стратегия, лет на 12. То есть, если после Трампа будет реванш и возьмут реванш демократы, то эта стратегия абсолютно мертворожденная, она не будет реализована, потому что демократы все вернут восвояси. Эта стратегия рассчитана на 1,5 десятилетия.
на, значит, сворачивание транснационализма, глобализма и установление в мире многополярного мира с интересами США с точки зрения правых, с точки зрения консерваторов, Трамп, МАГА и так далее. То есть, да, там есть взаимоотношения с Россией. И это повергает в шок Ну, Европу. позвольте с вами Но почему я поспорить. Смотрите, Давай, идея давай. похода в Азию вообще не новая и не трамповская. Вот это вот нужно тоже как бы немножко уяснить, потому что это вообще старая штука, что центры все перемещаются в Азию, и Америка идет в Азию. Просто опубличено. Ну, отказ от глобализма. Да, опубличен. Какой глобализм? Просто у Трампа свой глобализм. Это раз. Во-вторых, он же каким образом вот это все выписывает, да? Что, ну, это имени Трампа. Он хочет войти в историю. Поэтому на 1,5 десятилетия, как вы говорите, это да, это не быстрый процесс. Он себя увековечивает в этом движении в Азию. Старом, как мир. С противостоянием конкретно вот в этом регионе. Просто опубличили, что США не потянут Европу, даже от Ближнего Востока отказались. Ну, в том плане, что переименовали свои, как бы, ну, своих партнеров, своих Тут они закадык. лукавят. Да, тут они лукавят с Ближним Востоком. Видно, просто товарищ Нетаньяху, который 29 декабря 39-й раз встречается с Трампом, он уже сидит у Трампа, а сделать ничего не может. Ну, послушайте, я это знаю точно. Если бы Дональд Трамп мог бы что-то сделать с Нетаньяху, там была бы другая ситуация. Нетаньяху это такой премьер воинственный, его поддерживают определенные достаточно серьезные структуры. Почему? Ну вот минуту займу, просто, может быть, это интересно зрителям. Нетаньяху и глобальное израильское лобби в США, подчеркиваю, не еврейское, чтобы тоже не путали, а вообще это в более широком смысле слова израильское. Там и иудейство, там и православие. Глобальное израильское лобби, израильские деньги, израильский капитал. В том числе, конечно, еврейский капитал. Они почувствовали сейчас исторический шанс на то, о чем они мечтали десятилетиями, а может быть и веками. Они почувствовали шанс расширить свои территории раз за счет юга Сирии, за счет там, голландских высот, за счет сектора Газа. Они почувствовали исторический период, что с помощью Трампа можно решить вопрос там Хамас, Хезболла, Иран и так далее. То есть вопросы, которые ну, вот десятилетиями дамокловым мечом висели над Израилем. Почему сейчас они почувствовали исторический момент? Ну, потому что Дональд Трамп, его зять Джерард Кушнер, но это самые произраильские американские президенты, там и его помощники, советники и так далее. И, конечно, Нетаньяху очень хотел втянуть в Дональда Трампа в большую войну на Ближнем Востоке. Дональду Трампу это не нужно, он всячески как бы, да, и так далее. Поэтому в этой доктрине они немножко слукавили, мол, главный театр военных действий уже не на Ближнем Востоке. Я согласен. Главный театр – это Азиатско-Тихоокеанский регион. Но там же есть, Саша, 3 главных вещи. О нерасширении НАТО, да, положено на бумагу, ну, впервые за десятилетия, о балансе взаимоотношений США и России, то есть Россия не названа для США главной там или одной из главных угроз, ну и Европа там как бы вот так. То есть те, кто умеют читать между строк, увидели, что нынешняя Европа, в которой правят бал пока вот эта вся глобалистская история Брюсселя, она вообще не интересна Дональду Трампу. Его не интересуют наднациональные европейские институции. Он хочет поменять Европу, поменять палитру европейскую. И тем не менее, Саш, когда ты спрашиваешь, ну, а зачем нам такая Европа, мол, что же мы от них хотим, если они слабые, лицемерные, двуличные, достаточно трусливые, нерешительные. А у нас нет другой Европы, а мы находимся в Европе. Любые мирные соглашения на будущее, любая архитектура будущего европейского мира, ну вот она с нами, с Украиной. Я же когда-то в твоей программе рисовал вот этот ромб идеальный для меня. Как бы я видел глубинный переговорный процесс и как бы я видел подписание глобального мира. Ромб. США, Китай, Украина, Россия. Ну и так я всегда в центре с улыбкой говорю. И Европа. Потому что мы тут находимся. Мы континентально в Европе, географически в Европе. Помимо того, что мы географически в Европе, мы же видим свое некое будущее в совместном экономическом блоке с Европейским Союзом, там, в каких-то других взаимоотношениях. А на кого нам опереться, если мы видим абсолютно скептическое отношение Трампа к Украине и неучастие Китая?
Вот на кого нам опереться? Вот и вынуждены в 155 раз Мерц, Макрон, Стармер. Стармер, Макрон, Мерц. Но какие бы они ни были, как я уже перечислил все их качества, лицемерие, там, да, нерешительность, ты там спросил, могут ли они там, как ты сказал, взять, желают ли они участвовать, да, коалиция желающих. Да, они желают участвовать. Они очень желают участвовать в международных процессах, их туда не очень берут. Вот же что происходит. Но поскольку Макрон, Мерц и Стармер – это 3 человека, 3 лидера 3 глобальных европейских государств, которые представляют собой глобалистские силы, но не получается у Трампа ничего пока с ними сделать. И это бесит Дональда Трампа. То есть он уже начинает выходить из себя где-то даже, сделать ничего не может, кроме как попытаться их убедить. Он посылает им месседжи, что, мол, НАТО не будет расширяться на восток, и что, мол, США не будет давать Украине деньги и оружие, мол, хотите, покупайте. И эти месседжи, и другие месседжи. Это все здорово. Но ничего пока не получается. И вот есть некая позиция Дональда Трампа, которую они как бы там согласовали с Москвой в результате визита Кушнера, значит. Кстати, Джерард Кушнер вместе с Уиткофом становятся, самыми влиятельными людьми в окружении Трампа. Кстати, Кит Келлог, уходя на пенсию, вдруг решил, так сказать, рассказать нам правду, что США не будут отправлять в Украину там своих войск. Мы этого же не знали, для нас это держало. Мы-то думали, что США войска к нам пришлют. А Кит Келлог сказал, не пришлют. Окей, спасибо, Кит Келлог. Скоро его будут в январе провожать на заслуженный отдых. Немного ему удалось сделать на поприще спецпредставителя Трампа. Тут такое дело. Короче говоря, Трамп за, а Европа сопротивляется. По разным причинам, мы их не интересуем. По разным причинам. Но почему мы едем в Лондон? Я еще раз хочу объяснить зрителям, которые прикалываются, там, иронизируют, может быть. Лондон, почему Лондон? Смотрите, друзья, есть медицинский факт. Это не значит, что это хорошо или плохо. Это просто медицинский факт. Так сложилось. Британия очень сильно влияет на политическую ситуацию в Украине. Влияют и будут влиять. Как минимум в ближайшее поствоенное время. Дальше никто не знает вообще, как будет дальше. Но в ближайшее время, да, они будут. Раз. Почему они не заинтересованы в глобальном соглашении Трамп-Путин? Исторически. Вековое противостояние бритов и русских. И, конечно, британцы не могут простить американцам то, что после Второй мировой войны вроде бриты были в коалиции победителей, а при распределении пирога им ничего не нарезали. Более того, американцы и Советский Союз тогда лишили британцев будущего империи. Да и доллар стал главной валютой, и ФРС там, и так далее. Именно после Второй мировой войны Британская империя закончила свое путешествие. Бриты сегодня хотят вернуться в глобальную политику, в глобальное распределение ресурсов по миру. И у них есть рычаги, определенные рычаги, влияния на любого, на Трампа, на Байдена, неважно, на любого президента Соединенных Штатов Америки. Через глобальные банкирские дома, через финансовые структуры, через разведки, через спецслужбы, через Федеральную резервную систему. Есть. Трампу приходится договариваться. Пока по Украине договориться не получается. Хотя сегодня Стармер, мало кто обратил на это внимание, посмотрим, как будет дальше. Он произнес впервые фразу, впервые в смысле из уст британцев, впервые прозвучала такая фраза, мол, судьба Украины – это дело Украины. Как-то так. Я, может, не очень корректно сейчас перевожу, но смысл такой. Мол, вы там решайте. Это к чему он сказал? Это он сказал к тому, что существует там, как все говорят, и Владимир Зеленский об этом говорит, и пресса пишет, существует в этом плане, уже доработанном в 916 раз, 2-3 камня преткновения. То есть первый – это Донбасс, это оставшаяся территория. Трамп настаивает, чтобы Украина вывела войска с Донбасса. Никто в Украине, кто бы ни был на месте президента, не сможет вам отдать ответ на вопрос, а как это можно сделать
чтобы тебя народ никуда не вынес. Ну, каким образом? Референдум провести нельзя, война идет. Ну как вот, да, помимо морали, помимо политики, то есть вопрос номер один. Донбасс. Завис в воздухе. Говорит, выводите войска. Он не знает, где Донбасс, ему все равно. Ему говорят, вот если Донбасс, сейчас мы все решим. Вопрос номер два. Мы с тобой обсуждали гарантии безопасности. Ну, не видит президент Украины пока вот реального документа. А что дальше? Через 4 года, через 6 лет. Это же быстро время бежит. Мы же говорим о государствах. Мы же не говорим, давайте закончим войну завтра. Давайте. Дальше что? Ну и есть там еще финансовые вопросы. Тоже ж никто нам не отвечает. Кто будет восстанавливать Украину? Ну вот кто будет восстанавливать Украину? Украинцы будут, подождите. Ну, как всегда это было. Не, я про деньги. Я имею в виду, за какой счет будет восстановлена Украина. Ну и, наверное, есть еще какие-то аспекты, о которых мы не знаем. Наверное. И вот позиция Трампа, и вот позиция Европы. Более того, Саш, не ломай себе голову, мы мало чего узнаем сегодня о встрече в этом замке замечательном. Это будет в основном без прессы. Там будут обсуждать вопросы, как противостоять Дональду Трампу с точки зрения его договоренности с Путиным, потому что его договоренности касаются не только Украины. Они касаются Европы, они касаются редкоземов, они касаются энергетики, Северного потока-2, Арктики. Они касаются многих вопросов, где Европа не играет. Но Европа понимает, что до тех пор, пока идет война и им удается противостоять Трампу, ну как бы ничего у Трампа до тех пор не получится. Вот они и сопротивляются вот этой всей истории. А дадут ли нам войска? Нет. Я сейчас сразу отвечу на европейские вот эти месседжи. Дадут ли нам Мерц ракеты Таурус, штук 500? Нет. Дадут ли нам, заберут ли наконец российские деньги в количестве 200 миллиардов в Бельгии и 18 миллиардов во Франции? Нет. Введет ли французское войско сюда контингент по линии разграничения? Тоже нет. Ну вот, собственно, нет. Ну, а в города? А что же да? Ну, что? Вот понимаете, по линии, может, нет. В города же он хотел выводить. Это очень интересно. Меня интересует Львов, другое. Вот вы сейчас назвали столько нет, а Мерц говорит, Да. у нас много карт на руках. Что это за карты? Вы можете, ну вот смотрите, давайте, без иронии, без стёба, давайте все-таки не будем там хорохориться сильно, там слабая, там Европа. Короче, денег там нормально, они могут выделить сколько надо. С тем, что она там слабая какая-то. Они всю жизнь воевали на этом европейском континенте, куча этих войн между собой, поэтому там как бы есть кому воевать в том плане, вот в плане вот этой войны. Да? Даже Путин на прошлой неделе говорит, ну, мол, давайте, начинайте прямо сейчас, попробуйте, да, повоевать. Имеется в виду Россия и Европа. Не надо слишком шапками забрасывать Европу в этом отношении, но я не могу понять, карты какие у Мерца. Что он конкретно, чем он конкретно оперирует, когда говорит, что у него сильные позиции. Политико, вы видели же этот раскладку, да, кто сколько денег будет гарантировать под этот репарационный кредит. Германия 50 с лишним миллиардов. Ну так-то, на секундочку. Первое. Отвечу тебе. Первое. Поправлю твой один тезис. Европа там всегда воюет, умеет воевать и так далее. Вторая мировая война и 99-й год Югославии показала, что Европа так себе чего-то там может и хочет. Европа за последние 40 лет настолько разжирела под зонтиком НАТО, это сейчас они проснулись и понимают, что если вдруг что, им никто не поможет, и они должны воевать сами. А для того, чтобы им воевать самим, им нужно восстанавливать военно-промышленный комплекс. А для этого им нужно восстанавливать все производственные цепочки, индустриализацию и так далее. А для этого им нужны деньги. А деньги Европа всегда брала откуда? Правильно, от дешевых русских энергоносителей. В доме, который построил Джек. Все это взаимосвязано. Нельзя производить оружие, если у тебя нет денег. Нельзя производить оружие, если у тебя заморожен военно-промышленный комплекс. Нельзя ни с кем воевать, если у тебя 180 тысяч войска. Средняя европейская армия сегодня от 150 до 230 тысяч, не более. В Украине миллион, ну, чтобы было вообще понятно. Поэтому где там кто с кем воевал, это еще второй вопрос. Третье. Я не знаю, какие карты у Мерца, то ли они троллят Трампа. Если они троллят Трампа, ну, окей. Я не думаю, что кто-то выиграет в этой ситуации. Просто думаю, что когда
станет время, Саш, давать нам гарантии, Мерца уже не будет на этой должности. Это второе. И третье. Когда я говорю про лицемерие европейцев, я же всегда говорю факты. Вот про Францию сегодня рассказал про 18 миллиардов. Могу рассказать про Германию. На прошлой неделе Бундестаг, да, парламент отклонил резолюцию с 2 пунктами антироссийскими. Там было предложение, Бундестаг отклонил их. Да? Значит, было предложение прекратить, значит, остановить сотрудничество в ядерной сфере с Россией, отклонили. Ну и там по санкциям тоже отклонили. Да ну не получится. Поэтому мне сложно тебе ответить на вопрос, какие карты есть в рукаве у Мерца. Не дать без них провести договоренность, да, это есть. Но я бы хотел спросить у господина Мерца, Макрона и Стармера, вот если сейчас не закончится война, и Трамп сделает шаг в сторону, ну скажет, окей, все, надоело. У меня есть оружие, вот скажет Трамп, все, покупайте, воюйте, раз вы меня убеждаете, что для Украины нужен более справедливый мир, и сейчас эти условия несправедливые, а вы говорите мне все вместе, так может сказать Трамп, вы меня убеждаете, что вот если дать оружие, то еще чуть-чуть, и как бы Украина может победить, окей. И вот если Трамп отвалит в сторону, Украина сможет, прошу прощения, Европа сможет заменить Соединенные Штаты Америки? Это один у меня вопрос. И второй вопрос у меня был бы к ним, если бы я мог их спросить. А вы берете на себя обязы и ответственность, что через полгода войны будет лучше, а не хуже? Кто-нибудь может взять на себя ответственность и сказать, и дать мне слово, то будет лучше, потому что мы дадим это и это. Мы прищемим Россию здесь, только четко и конкретно, со сроками. Я хотел бы послушать, что они бы мне ответили. Мне представляется, что ответа на этот вопрос нет. Ну, Британия смотрите. играет в свою игру. Вот весь ответ на этот вопрос. Будут щемить, судя по всему, Украину, потому что, давайте так, вы очень, кстати, как перевели слова Стармера, да, то есть, ну там же тоже, понимаете, это же вообще встреча закрытая, да, но они там посадили их на стульчики, и они там вот это вот под камеры. На Зеленского было больно смотреть, слушайте. Ну вот правда, там Трамп чего-то там пыхтел о том, что вот мы вот там с Украиной, мы там вот, мы будем, мы знаем, мы хотим, без Украины там ничего не будет. Ну Зеленский прям как бы, ну все, то ли играл не так... Трамп, Саш, не Трамп, ты Макрон, оговорился. Макрон. Стармер. Макрон и Стармер. Макрон, да, Макрон. Макрон начинает говорить вот это все, да, то есть Зеленский прям, ну, не знаю, чуть не заплачет там. Значит, Стармер сказал вот это то, что вы процитировали, что, в общем, решать будет Украина. А Трамп, и это вот свежее заявление во время прямого эфира поступило, Трамп понимает, как надавить на Киев, чтобы заставить власти заключить соглашение об урегулировании конфликта, заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитакер. Телеканал Fox News распространил это заявление. То есть, смотрите, это нам все как бы демонстрирует, что у них есть дорожная карта, у американцев. Они разыгрывают очень интересную историю, и она у них идет как по нотам, как всегда, как и везде, понимаете. Я вот единственное, что вот по стилистике, да, вот стиль же какой американский. Многие, ну и там сам Трамп перепостил эту новость, что, мол, смотрите, вот как я себя веду с Мадуро, это типа вот Путину намеки, да, или там в Путина как бы стрелы полетели. Нет. Это конкретно может быть и про Зеленского. Там же Телеграф, британская, кстати, что написала? Говорит, 200 миллионов, окружение, ну, то есть вот это все. А мы видим другую историю, которая разворачивается внутри Украины. У нас Лубенец проснулся. Ну, то, что там бодикамеры не работают и, в общем, мобилизация плохая, это понятно. А он говорит, Шатун сейчас по крупным городам Украины готовится. Ну, понятно, он как бы россиян обвиняет. Ну, а нет ли там в этом грядущем шатуне, собственно, американского умысла или интереса? Останавливайся, потому что много всего. И британцы
и британцы, Да, понял, я понял. которые послали Залужного встречать Зеленского. Хорошая такая фотография под транзит в Украине. Первое. Я все запомнил, все записал, все записано. Да, первое. Через 2 месяца, ровно год, нашему с тобой спору или дискуссии, как угодно, на тему, что ты считаешь, что у американцев давно есть дорожная карта, и что все договорено, и это просто театр, а я говорю, что в мире нет ни одного человека, кто знает, как это все закончить. А у Трампа нет дорожной карты, у Трампа есть желание и стремление. А более того, я много раз тебе в эфире говорил, в наших эфирах совместных, я много раз говорил, команда Трампа и команда Путина могут договориться о чем угодно. О Марсе, об Австралии, об Арктике, о белых медведях, о пингвине, о разделах Европы, о чем угодно. Они даже друг с другом могут договориться об Украине. Договориться могут. Имплементировать свои решения без Украины не могут. Ну, и без Украины, и без Европы. Ну, не могут. И мы это видим с февраля месяца. Но не могут. Они бы уже давно друг с другом бы договорились. Почему? Читайте пункты 1, 2, 3, 5 в новой доктрине внешнеполитической деятельности Соединенных Штатов Америки. Трампу нужно как можно скорее закончить в Украине и Венесуэле. Повторяю 10-й раз. Почему Трампу нужно до апреля месяца здесь все закончить? В апреле месяце он летит к Си Цзиньпину. Дональду Трампу интересуют 2 козыря. Козырь первый. Ему нужно все решить с Мадуро. Потому что когда ты имеешь влияние на страну с первым запасом нефти в мире, ну, самым большим запасом нефти в мире, это козырь на твоих переговорах с Си Цзиньпином. Козырь номер 2. Если Трамп договаривается о глобальной сделке с русскими и заканчивает войну в Украине, это козырь для Дональда Трампа в его переговорах с Си Цзиньпином. Потому что, договорившись с Россией, Трамп показывает Си, что, ну смотри, то есть я немножко где-то разбиваю ваш союз, у меня, мол, тоже сотрудничество с Россией. Поэтому речь идет о том, что поставлена задача до конца этого года рамочно прийти к каким-то соглашениям, а январь, февраль, март привести это в некое документальное подтверждение. Но это не дорожная карта, это план Дональда Трампа, который спотыкается в 12-й раз по позиции Украины и позиции Европы. Это первое. Про Лубенца ничего не буду говорить, все понятно, что вдруг он появился, я не очень понимаю. Просто, ну и все, шатун, да, и ПСО, Россия, окей. Какой шатун? Люди как-то пытаются выжить и готовятся к Новому году. Люди хотят жить. Шатун никто не увидит, потому что света нет. Да, шатун никто. Вот у нас вот просто, давай для зрителей скажу. Вот я сейчас в Одессе, да. Вот у нас сегодня 7 и 6. 13 часов. Вот по плану. Вот у нас сегодня не будет, ну, уже нет часов 8. В 2 приема, да. Утренние там 6 часов, вечерние 7 часов. То есть 13 часов в сутки. А нам рассказывает МВФ, что мы вам трошечки одолжим еще денег. Ну, не для того, чтобы вы развивались, а для того, чтобы вы погасили предыдущий долг перед нами. Вот. А за это вы должны, значит, НДС для предпринимателей, налоги, значит, еще что-то там, да? Какие, блядь, налоги? Страна в генераторах. Люди вообще не знают, как выжить. Кто-нибудь разговаривал с представителями малого бизнеса? Любого. Парикмахерские салоны, магазины, кафе. Я вообще молчу про какие-то производственные площади. Люди что-то производят, я не знаю, чашки, вилки, ложки, ну и так далее. В магазины зайдите. А мы вот это вот так стоим и аплодируем. Ура, МВФ нам что-то там хочет подписать. Что ура? Еще на 8 ярдов входим в долги. И возвращаясь к твоему вопросу. Единственное, с чем я с тобой согласен, что здесь очень сильную, опять, черт возьми, сколько же можно за программу это говорить, но вынужденным. Здесь сильную роль играет Британия. И ты же помнишь, Саш, ну ты же помнишь это, все помнят это. С плохим настроением вернулся Дональд Трамп из своей поездки в Лондон. Там много чего обсуждалось. Не получается там через колено. Это тебе не Мадуро. Кстати, пока еще и с Мадуро тоже не получается. Справедливости ради. А то, что сказал постпред в ООН, что, мол, Дональд Трамп знает рычаги давления на Киев, да и я знаю, ну все знают, что может сделать Дональд Трамп. Но задача Европы, вот этой глобалистской Европы, они умеют это красивые громкие лозунги,
И Трамп это чувствует и понимает. Задача Европы не допустить, чтобы Дональд Трамп ушел из Украины. Но потому что сразу в информационном пространстве начнется такая информационная атака. О, Трамп кинул Украину, агрессор, Россия, вот да. А Трампу это невыгодно. Потому что с февраля, с марта начинается избирательная кампания у него. Потому что начинается глубокое противостояние демократов и республиканцев. И кстати, даже внутри респов у Дональда Трампа есть трамписты и мага, а есть представители старой гвардии, консервативной гвардии внутри республиканской партии, которые как считали 50 лет назад, так и сейчас считают. Россия – это главная угроза для США. Это старая гвардия. Они не понимают, что появился Китай, Индия, глобальный юг, что мир идет вперед, искусственный интеллект, технологии. Они этого не понимают. Они живут, вот эти там пожилые люди, уважаемые республиканцы, я это знаю точно, им там по 60, по 70 лет. Они вот живут там, в холодной войне, вот все, да, вот это ядерное, и мы должны, и все, и так далее. Поэтому у Дональда Трампа не все так сладко и внутри. Ну и лакмусовые папирець, как я уже говорил, еще раз напомню вам. Глава Федеральной резервной системы. Поменяет Дональд Трамп или нет? Если поменяет, то когда и на кого? Немного, Если это смотрите. произойдет январь-февраль, это будет означать Понятно, то, да. что Трампу удалось каким-то образом договориться. Вы смещаете акценты вот туда, в геополитику. Хорошо, я тогда прямо задам вопрос. Выгодно ли и видите ли вы, с позиции опыта, да, политического аналитика, предпосылки для отстранения Зеленского от власти, прежде всего, внимание, вот этими любыми друзьями из коалиции желающих? Нет, абсолютно нет, им это не нужно. Ты сейчас про Макрон, Стармер, Мерс, этих любых друзей, да? Да. Бриты. Конечно, нет. Бриты, которые поменяют Конечно, Зеленского. Да нет, это так невозможно сделать, как кому-то кажется. Так не происходит. Что такое слово «поменять»? Выборы провести? Когда, как? Можно без выборов поменять. Вы же в курсе. Без выборов можно поменять только... можно поменять картошку на сковородке. Нет, подождите, давайте так. Смотрите, повылазили те, о ком вообще и забыли. Мендель, представляете? Вообще такие вещи говорит. Говорит, границы пора открывать, люди прут, это молодежь. А Ермак какой был негодяй и нехороший человек. Правда, в книге своей я написала другое. Кулеба, который говорит, да не получал я просто повестку, поэтому сходил на концерт с Монатиком, потанцевали там на стульях, тоже активно разглагольствует. Какое это имеет все отношение, вот эта вся глупость? Смотрите, это означает, что зашевелились, чтобы их заметили, для того, чтобы подтянули. То есть это понятно. был получен какой-то центральный сигнал. Вы спрашиваете, как без выборов? Да очень просто. Арахамия продемонстрировал, что он там, контролирует еще что-то, бюджет с дыркой проголосовали, да? Но он же может продемонстрировать, что давайте переформатируем коалицию, выберем нового спикера, и этот новый спикер выйдет и скажет: Зеленский, уходи, теперь я. ВО. Стефанчук-то такого не скажет. Поэтому, если на это дадут команду британцы, соответственно, наверное, американцам хотелось бы, коррупционные скандалы, они как бы подкрепляют эту всю историю. Видите ли вы признаки вот того, что этот сценарный ход может использовать Корона или Белый дом? Глобалисты могут и рассматривать эту ситуацию, могли рассматривать. Я думаю, что в плане, так сказать, одного из разных там вариантов, но до практической реализации этого не дойдет. Это мое мнение, мой взгляд. Поживем, увидим, поживем, проверим. Называется. Обсуждать, что сказала Мендель, не буду, неинтересно. Это трагедия нашей страны. Я уже в одной из программ сказал, это трагедия нашей страны, если мы два взрослых сейчас человека, и у нас аудитория приличная, и мы обсуждаем, что говорит эта девочка. Ее 4 года не было, она в книжке писала, какой Ермак великий, а сейчас выборы, видно, скоро, она пишет, какой Ермак плохой. И вся страна обсуждает, кто это Юлия Мендель сказала, кто это? Почему я должен обсуждать, кто это? Кто этот персонаж, Юлия Мендель, скажите мне. Почему мы обсуждаем, что она сказала?
А про Дмитрия Кулебу все понятно, да. Единственное, я не понял, он на концерте Монатика был с лопатой или нет. Судя по всему, нет, очень обидно. С женой Потому был. что всем нам, ну, здорово, я понял. А нам он всем лопату. Видишь, говорил, что если что, будем лопатами воевать. Ладно, все, с Дмитрием Кулебой я тоже все понял. Я не вижу сценарий такой, о котором ты написал. И не потому, что Арахамия может, не может. Ребят, ну не все так просто, и девчата. Вот Арахамия вот берет и переформирует. Есть позиция многих-многих разных западных игроков в том числе. И пока что Владимир Зеленский президент. Принимаемый, его признают президентом во всем мире, с ним встречаются. Что с ним обсуждают за кулисами, не знаем. Но я не уверен, что европейские лидеры, там Макрон, Стармер и Мерц, уговаривают его куда-то уйти. Им это зачем? Надо же всегда, слушайте, ну как меня учили, да, люди, да, хочешь дать анализ какой-то ситуации, или же что-то случилось где-то, как следаки делают, да, первая версия, кому это выгодно, ну мотив. Давай, Саша, вот если у тебя есть эта версия, тогда скажи мне, Мерц, Макрон и Стармер, им это зачем? Что с этим можно сделать? Для чего? Ты не найдешь ответ на Как этот не вопрос. найдешь? Им это Найдешь. зачем? Вы же видите, как у Какой? нас лютует пропаганда. Значит, всех под ружье. Зеленский не справляется. Офис вороватый изгнали. Куклу Вуду нашли при обыске. Еще и какие-то там, не знаю, колдуны, сатанисты. Значит, нужно, а не прогнившую систему надо менять на какую? На хорошую. Чтоб что? Правильно. Хорошо воевали. И вообще, генерала бы у руля страны поставить. Так он же вон, он там генерал. Ну, например, Залужный. Поэтому, смотрите, Гарантирую, что он против. под эту тему Гарантирую, что он против. можно Никто не приостановить сядет сейчас. на полгодика, на годик можно приостановить войну, да, опять навести губы и обмануть русских. Они же любят вот это. Давайте обманем. Вот обманули русских, а тут мы тут раз и продолжаем, так сказать, во второй Саш, серии. я высказал свое мнение. Здесь очень сложно в нашей дискуссии, в нашем споре, дискуссии вот на эту конкретную тему, здесь очень сложно находить стопудовые аргументы, то есть как таблица умножения. То есть 2, 3, 6 и 7 не может быть. Здесь могут быть разные точки зрения. И очень трудно своими аргументами, так сказать, переубедить, вот, ну, в данном случае, допустим, тебя, а ты меня. Я высказал свое мнение. Я не вижу признаков подобных действий. Я вижу, что сегодня идет очень сложный процесс того, как закончить войну, раз, как в Украине после войны провести выборы, два, как юридически в будущем парламенте обозначить ситуацию с НАТО, три, и как получить гарантии безопасности. И для страны. В будущем не в этом. Вы думаете, что все Ну, решения будут принимать после выборов? Ну, вот эти окончательные. окончательные, глобальные окончательные решения, которые требуют то ли изменений, кстати, в Конституцию, то ли каких-то других вопросов. Ну, а как же? Думаю, да. Ты 300 голосов в нынешнем парламенте не соберешь ни под изгнание оттуда НАТО, ни под какой-то вопрос, связанный с территориальными вещами, ну, ты не соберешь. Там есть Порошенко, там есть «Голос», там есть глобалисты. Они спят и видят, чтобы захватить власть в парламенте. Они спят... Кстати, вся спецоперация по условному Миндичгейту, это и была спецоперация по ослаблению вертикали Зеленского, там, чтобы Ермака сняли с должности, чтобы парламент, чтобы поменять, значит, спикера и войти в переговорный процесс. Все, дело же закончилось. Ну, все, ну, Ермака сняли. Криминальное дело, весь коррупционный скандал затихает. Его больше не будет. Там больше никому ничего не интересно. Что цели и задачи НАБУ было вот такое. Поэтому вот и все. Погодите, но Ты представляешь себе? можем услышать Подожди, вот голос Зеленского на пленках. Мы можем услышать много чего интересного еще. Смотри, если нам дадут, мы услышим. Если не дадут, то не услышим. Согласен. Дадут, услышим. Видишь, как с нами? Это же не борьба с коррупцией. Это же политические наперстки. Если решим дать, вы услышите. Если договоримся, вы народ не услышите. То есть нас народ вот так использует. А мы считаем, что это прям вот. Я тебе другое хочу сказать, Саш. Вот закрой глаза и представься. Ты можешь себе представить картину, где «Голос» и Порошенко
голосуют за исключение НАТО из Конституции. Ну, этого невозможно представить. Или ты можешь себе представить, что Голос и Порошенко принимают какие-то решения, связанные с Донбассом? Этого невозможно представить. Почему? У них есть, Ну, помните у них есть формулу они, сейчас скажу. Штайнмайера? Как Петр Порошенко ее хвалил, а потом Сейчас ругал. скажу. Помните? Поэтому проиграл президентские выборы. Сегодня Порошенко готовится к выборам, к своему реваншу. Он настолько бережет свое электоральное поле, что стоит ему проголосовать одно из двух решений, он потеряет 2/3 своего электората, нового не найдет. Ни он, ни Голос. Потому что прозападный Голос не может голосовать за подобные вещи. И партия Порошенко не может голосовать за подобные вещи. Это моя точка зрения, с точки зрения социологии, политологии и так далее. Поэтому не будет в ближайшие такой истории. Хотя, все бывает. И если Дональд Трамп, поставив на весы, определит, что дальше он больше ждать не может, и между тремя надавить на Россию, надавить на Европу или надавить на Украину, если Трамп выберет вот этот третий вариант, жестко надавить на Киев, ну, конечно, у него есть рычаги надавить на Киев. Мы же не Лондон, это там посложнее, а с нами у него полегче. Так вы же говорите, не получается. С Европой не получается, на нас можно надавить. С Европой пока нет. С Европой ему нужно договариваться. Через рычаг давления, но договариваться. А с нами он может просто повести по-разному. У Дональда Трампа с февраля месяца всегда на столе 3 варианта. Он всегда запутывается между пока вторым и третьим. Вот в отношении войны в Украине у него всегда 3 варианта. Жестко надавить на Россию, дать нам море оружия и войти в большую войну. Чуть-чуть надавить на Россию, склонить их к компромиссу, у них это вроде получилось, да, надавить на Европу, надавить на Украину. И третий вариант — отойти в сторону. Вот Дональд Трамп все время балансирует между вторым и третьим вариантом. То есть он чуть-чуть в сторонке, он уже не тратит деньги на Украину, там не дает бесплатных оружия и так далее, но он все равно вовлечен в этот процесс, как главный миротворец. Он же постоянно повторяет: мы закончим, мы закончим. И есть еще один момент. Аналитики Белого дома, спецслужбы, когда пишут доклады, демонстрация позиции следующая. Китай семимильными шагами двигается вперед. Это угроза лидерству Соединенных Штатов Америки. И поэтому Трамп почему выходит иногда из себя? Что ему надо здесь закончить уже все и заниматься Китаем. А у него никак не получается здесь закончить и заниматься Китаем. Более того, у него не получается заниматься 4 театрами военного действия. Европа, Украина, Мадуро, Венесуэла, Средняя Азия, сектор Газа, а тут Китай. Вот поэтому он и хочет все это степ-бай-степ заканчивать. Кстати, по Мадуро. У меня вообще есть такое ощущение, что они с Путиным даже договорились и про Венесуэлу. Типа такой геополитический бартер. Путин сдает Мадуро, ну как бы так случилось, но получает какие-то ковришки по Европе. Ну там может такое быть? Спорно, потому что там за Мадуро Китай, скажем так, там китайского интереса много. Тут конкретно как бы по поводу Путина... Китай не будет воевать. Китай не будет воевать. Подождите, Панамский канал забрали? Нет. Нет, там китайские компании в этих портах. Так и в Венесуэле тоже китайские, скажем так, деньги и китайский интерес. Согласен. Я просто думаю, что опыт и история Соединенных Штатов Америки в Латинской Америке демонстрируют, что они там поменяли штук 20 разных президентов, премьеров, и по-разному поменяли. Ну, разными способами. ЦРУ знает, как это делать. Поэтому пока что Трамп ведет переговоры с Мадуро, чтобы тот ушел добровольно. Но если это ни к чему не приведет, и у Трампа будет на весах начинать сухопутную операцию, или ЦРУ ему скажет: мы сами все решим, я думаю, что он выберет второй вариант, и они сами все могут решить. Так тоже может быть. А может и нет. Если для России это будет принциповая история, как говорится, то и они решат вписаться туда. Ну, в общем, смотри, сколько всего в мире сейчас, это мы с тобой не коснулись Средней Азии,
денег, маршрутов, коридоров, экономики. Это вообще мы не касались этой темы. Но даже в Латинской Америке, там есть Колумбия, там есть Бразилия, Лулу де Сильва, который выдержал натиск Трампа. Кстати, надо отдать ему должное. И скоро между Бразилией и США будет подписано глобальное торговое соглашение. И, так сказать, ничего особого у Трампа не получилось. Про Индию я уже все сказал. Смотрите, давайте, это все страны БРИКС. Давайте вернемся во внутреннюю политику. Я все-таки не понимаю, почему вы не верите... Только не про Мендель, я тебя прошу. Не верите ни в какой шатун. Понимаете? Вот не понимаю я вот вас, да, потому что ситуация как на пороховой бочке. Все прекрасно понимают, что нехватку на фронте, дыры на фронте будут затыкать, и Европа, которая будет подкидывать денежек, будет этот процесс стимулировать. Соответственно, ситуация будет накаляться. Со светом беда, с деньгами беда, в общем, бюджетом тоже не ахти, экономика в провале. Но тут же есть еще интересный разведпризнак. Значит, 2 дня назад сообщил Коломойский, что журналисты, приезжайте, я вам что-то расскажу. Да такое мощное, с таким прищуром, с таким намеком, что чуть ли мы не узнаем что-то о Зеленском, такое какое-то большое. Значит, сегодня журналисты приехали. Давайте начинать, говорят в суде. Прокурор говорит, ой, нет, не можем. Нет подсудимого, не смогли довести. И причина такая, автозак сломался. То есть машина сломалась. А эти все 2 дня все ходили и думали, да, подождите, хорошо, почему сразу не сказал Коломойский, значит, что-то готовит, а чего это касается? В общем, перепугались, переполошились все. Не, это классная тема, я скажу свое мнение. Смотрите, ребят, друзья, я знаю Игоря Валерьевича, там с IQ все хорошо, это игрок, большой игрок, такой политический и финансовый шахматист, который играет всю жизнь на 10 ходов вперед. Произнеся вот эту сенсационную вещь, это, конечно, была сенсация, Коломойский решил что-то сказать. Причем он назначил день, в который Владимир Зеленский едет в очень важное турне европейское. Конечно, испугались. Иди знай, что он скажет. Я, кстати, не думаю, что он вообще что-то собирался говорить. Игра. Она по-разному может складываться. Иногда можно вбрасывать такие месседжи. Иногда можно блефовать. Ребят, мы не знаем, какую игру сейчас собирается играть Игорь Валерьевич Коломойский. Мы же с вами этого не знаем. Значит, мы питаемся чем? Мы питаемся с вами той информацией, которую нам дают. Этим мы питаемся. Но мы же не знаем внутри процесса. Да, его не пустили. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Это лютое позорище. Его не пустили, нашли причину. И пока не пустят. Пока Владимир Зеленский не вернется в Европу. С Европы, значит. Сегодня Лондон, завтра Брюссель, встречи ЕК, ЕС, НАТО. Великое, могущественное НАТО скажет, что мы вот это... Поэтому суд перенесли на четверг. Да. Да, на 11 число. Мне тоже интересно, Саш, я же тоже... смотрите, я не очень падок до сенсаций, когда идет речь о ком-то третьесортном. Кто-то что-то там сказал, по барабану. Игорь Валерьевич, когда он такие вещи говорит, я бы тоже хотел послушать, о чем речь. Давай я предположу. Угу. У меня такое ощущение, что больших сенсаций не будет. Он расскажет о политическом давлении на него и несправедливости бытия, и в свойственной ему ироничной манере расскажет, что умственные способности Миндича, которого он знает много лет, не соответствуют тому уровню злодеяний, которые ему приписывают. И что, мол, ищите где-то в другом месте, мол, не Миндичем единым. Вот забросит вот такие вот пару, мне так кажется, я, может, ошибаюсь, вот такие пару удочек забросит и свалит. А ты же понимаешь, Саш, у Коломойского сейчас наступает очень непростой этап. И как всполошился Порошенко и компани, почувствовав, вот он запах, вот можно к власти вернуться, вот скоро выборы, вот да, вот надо, так и у Коломойского, который, по-моему, 2 года уже сидит, может быть, и он принял для себя решение начинать сегодня вот какую-то игру. Ему же надо как-то выходить оттуда. И он знает, что американцы его очень хотят.
видеть у себя. Там криминальные дела есть в Соединенных Штатах Америки. И в Израиль может не доехать. Мы не знаем ничего. Но он умеет. Слушайте, человек умеет. У него всю жизнь телеканал под боком. Он через этот канал вбрасывал всегда то, что ему... Он умеет это делать. Давайте поживем до 11 числа. Дай бог, Игорь Валерьевич не передумает. Он такой, может и передумать. Здоровье, чтоб не барахлило тоже, да. Да, чтобы здоровье нет. Тут, я думаю, нет, никто не будет. Нет, тут нет. А вот возвращаясь к твоему вопросу, тоже на суд зрителей. Вот ты там сказал, вот там Залужного бриты готовят. Неужели вы считаете, что Залужный хотел бы сейчас сесть вот в это кресло? А вот что сейчас. у него, подождите, а что у него будут спрашивать? Так тоже, так тоже. Он бы и видел себя где-то, но только после войны. Когда в хате будет тихо, когда все будет подписано, когда мирная жизнь, и вот он, спаситель. Тогда, так бы он, наверное, себя бы видел. А сейчас, вот на эту сковородку, о чем вы говорите? Подумайте, поразмышляйте просто сами. Я так думаю. Еще один момент, который я хотел бы с вами обсудить, это, конечно, мне кажется, что всякое было уже в этой теме, всякие Ницои, все на свете. Но когда, что тоже парадоксальная история, город Львов, детский сад, 6 число, это День Николая по вот этому календарю новоделу, который утвердили государственным, а тот, который традиционный, в общем, забраковали в утиль. Это вот какие-то староверы, непонятные пророссийские, празднуют День Святого Николая 19 числа. В День Николая. А мы вот 6, потому что сдвинули на 2 недели, и поэтому вот так. Но на государственном уровне, детский сад, школа, то праздник-то детский, да, это все, в общем, отмечается. Есть родительские комитеты, группы. И вот пишет мама, это скидывают скрины, в общем-то, чата родительского, Даше не подарили подарок. А там же вот вы писали письмо? Писали, но, видимо, не на том языке написали. Москворот им ответили в родительском кабинете, Миколайчик не пришел. Конечно, возмущение уже просто непередаваемое. Почему? Потому что, ладно, там какого-то там где-то что-то поругался кто-то в кафе, где-то кого-то кто-то, эти все привыкли уже. Но тут же речь идет о вроде бы как, да, перенесенном вами, но вроде как светлом празднике для детей. Надо себя хорошо вести, тогда тебе Святой Николай в носок положит там сладости, а не вот эти риски, вот эти имеется в виду, скажем так, веточки, чтобы пороть, да, то есть, поэтому детки вот пишут письма, заменили уже потихоньку там Деда Мороза на Николая. Блогосфера переполошилась, даже не вытерпела, а ее очень гнобили, эту Алхим, мы с вами тоже ее обсуждали. И она опять, в общем-то, высказалась о львовянах, что там много ненормальных людей, большой процент. И речь не в языке, а в нормальных людях и, давайте не будем выражаться, ненормальных людях. Скажите, нас долго это будет история преследовать? Причем я вижу, провластные телеграм-каналы защищают, мол, там же в родительском комитете налоги платят, на войну собирают, военнослужащие. А тут, видите, какая-то девочка Даша украинский язык не хочет учить в детском саду. Буллинг против детей и ломание психики детей – это не патриотизм, а мракобесие. Это абсолютно омерзительная ситуация, которая произошла в этом учебном заведении. Более того, неделю назад произошел аналогичный случай, был буллинг 3-летней девочки. А львовянам я бы посоветовал задуматься о том, что москворотые воины защищают Львов, чтобы у вас была тихая мирная жизнь. Москворотые воины там, на востоке страны, это отдельная тема. А дети – это абсолютно мерзость. Я не знаю, Саша, как ответить тебе на твой вопрос. Долго ли это будет? Я знаю только одно. Если это будет продолжено после войны, мы не будем иметь большую, единую, конкурентную, европейскую
толерантную, многонациональную, поликультурную страну. Разбежимся тогда по коммунальным квартирам. Вот это я знаю. Тогда про яке ми єдині зараз говоримо. А я не знаю, какие найти слова. Я уже об этом много чего сказал. Я не знаю, какие найти слова. Если это линия партии, если это государственная идеология, то у нас печальные перспективы в будущем. Если это проявление на местах, то их надо пресекать, на мой взгляд. Потому что когда-то у детей там тоже измеряли носы, чубы, кровь брали. Все это было. В мировой истории все было. Ничего нового нет. Все история идет по спирали. Ребенку на праздник. Может, проблема не в Какие Путине? лозунги? Нет, в данном случае-то при чем здесь? Вот вот смотрите, может, проблема в том, что когда-то, причем это на нашей с вами памяти, да, Киев, в общем, захлестнули львовяне. Вот эту идеологию государственную, вот эту это как именно нарицательно, это не касается конкретно жителей Львова. Вот львовяне, может, проблема с львовянами, может, как бы освободившись от этого, и как бы война рассосется, и не нужно будет ничего, скажем так, как бы гибнуть, страдать и жертву приносить. В одной из серий замечательного сериала «Слуга народа» там все есть. Про Восток и Запад, про язык, про ватники, вышиватники. Давайте, говорит, вы там это, а мы пока, а вы там занимать. Там все есть. Он же поэтому гениальный, этот фильм. Там все есть про нас. Ну вот, собственно, и доходит до абсолютного предела. Мне жаль, что значительная часть общества может стать на защиту вот таких действий взрослых людей, я еще раз говорю, взрослых людей по отношению к ребенку. Какая ребенок? У детей нет. Ну, я сейчас матом начну ругаться, лучше не надо. Я все сказал, свое мнение тоже. Да и зрители наши знают мое мнение по этому поводу. Да, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Оно такое. Готова ли Европа и Британия помогать Зеленскому всерьез? Вот что получилось. 9% личными гарантиями готовы, спрячут его в схрон. Ну, то есть, лично все гарантируют. 13% да, война Европы и России дело времени, поэтому готовы и будут помогать всерьез. 25% оружие и деньги дадут, а люди Зеленского. И 53% говорят нет, наобещают с 3 короба и кинут Зеленского, Европа и Британия. Я опять рад. Я рад, честно. Это означает, рад чему? Вы помните, да, какие варианты я выбрал? И в течение часа дискуссии и какие-то там мои аргументы, может быть, ваши, уважаемые зрители, то есть наше мнение совпало. То есть мы с вами большинством голосов отдали предпочтение второму и третьему варианту. Собственно, как обычно и живет Европа. Как говорят в Одессе, между тут и здесь. Это их позиция. Да? Ну а первый и четвертый вариант я тоже внутри программы объяснял, почему это не произойдет. Ну вот, Саш, как-то так. Мы опять вместе со зрителями как бы в унисон. Это не может не радовать. Да, друзья. Теперь вопросы, да? Да, давайте вопросов, скажем, позадаем из клуба зрителей. Отсюда начнем. Значит, вопрос. Дмитрий, значит, почему... Значит, да. Вот почему на вас так много отрицательных реакций и комментариев в Ютубе и Телеграме у Шелеста? Задает вопрос Алекс. Вот это мне так нравятся эти вопросы, слушайте. Как мне ответить на этот вопрос? Да. Понимаете, так напишите хороший какой-то комментарий. Чего вы пишете? Напишите хороший. Ребят и девчата, я настолько уже взрослый парень, я в своей жизни вел настолько жесткие программы,
Я настолько жесткую позицию отстаиваю по многим вопросам, что я не реагирую. Ну, мне все равно. Я несу свою позицию людям. Это моя позиция. Я человек публичный, я никуда не прячусь. Я живу в Украине, я никуда не уехал. Я живу в Одессе. И вся моя семья тут. И я имею право говорить то, что я считаю нужным. Могу ли ошибаться? Да. Но я ни под кого не подстраиваюсь. И даже под определенную часть зрительской аудитории я не подстраиваюсь. Вы понимаете, о чем я вообще говорю или нет? Я же знаю зрительскую аудиторию разных каналов, разных зрителей. Да? Я все что понимаю. Я ни под кого не подстраиваюсь. Я говорю так, как я считаю нужными, так, как я вижу, так, как я чувствую. Кому нравится, меня смотрят, мы спорим, не спорим, соглашаются, не соглашаются. А вот это вот ненависть, желчь, агрессия, хамство, озлобленность, бескультурие, чванство, когда люди ни хера не понимают в том, что они говорят. Мы вот это. Неинтересно. Интересные споры, когда аргументировано, с удовольствием. Я уважаю чужое мнение. Мне всегда интересно, когда кто-то говорит: Дмитрий, с вами не согласен, смотрите. И объясняет, почему, что и так далее. Это дискуссия для взрослых людей. А остальное все, о чем вы говорите. Поехали дальше. Мгм. Так, у нас новость пришла. Зеленский написал и сообщил о, своих переговорах со Стармером, Макроном и Мерцем. Сегодня мы подробно обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантии безопасности, реконструкции последующих шагов. Отдельно поговорили о дальнейшей оборонной поддержке Украины. Благодарю лидеров за готовность быть с нашим народом и помогать на пути к приближению мира. Ну, ни о чем. Никаких сенсаций, никакого прорыва, как видите. Ну так похвалите меня, уважаемые зрители. Ровно, значит, 72 минуты тому назад. Ну я же вам это сказал. Сейчас закулисье, челночная дипломатия вошла в тот режим, я же это чувствую. Никто не рассказывает о своих переговорах. Кушнер, значит, Уитков в Москве, никто ничего не знает. А украинская делегация в Вашингтоне, в Брюсселе трижды встречался Умеров с Уитковым. Никто ничего не знает. Так договорились, видно. Сейчас вошло все в заключительную фазу, когда стараются, чтобы было как можно меньше утечек. Это первое. Ну и второе, когда нет глобальных результатов, а пока продолжается игра, и продолжается дискуссия, и продолжаются 24/7 переговоры, и продолжаются терки, и с посредниками, и без. Мы будем видеть вот подобные, обтекаемые, общие, такие красивые общеполитические фразы. Поэтому не ждите сенсаций, их не будет. Так, сообщество YouTube. Простой вопрос из России. Еще совсем недавно основным нарративом Дмитрия, произнесенным практически в каждом эфире, был «Россия напала, и неважно, кто там что провоцировал». Сейчас позиция противоположная. Без понимания и искоренения первопричин решить невозможно. Что вас подвигло практически цитировать человека, страну и фамилию которого вы привыкли писать с маленькой буквы? Спасибо. Вы опять перепутали все с ног на голову, поэтому и тогда, и сейчас произношу одни и те же две вещи, которые не противоречат друг другу. Итак, во все учебники истории навсегда войдет медицинский факт, что 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение на территорию Украины. Россия начала кровопролитную войну против Украины, которая идет 4 года, в которой погибли сотни и сотни и сотни тысяч людей. Этот факт никак не будет ликвидирован или смягчен причинами, которые побудили к этому, кто кого, в чем провоцировал и так далее. Весь мир друг друга в что-то провоцирует. Да, но не все идут вот на эту историю. Миропорядок нужно определять политикой, экономикой, дипломатией и так далее. Это первое, что я говорил и подтверждаю. Второе, это другой тезис, что все войны будут продолжаться до тех пор между странами. Вон там Таиланд и Камбоджа, они там уже 28-й раз сейчас будут воевать друг с другом. Войны будут продолжаться до тех пор, и война в Украине в том числе, пока не будут ликвидированы причины, глубинные причины, об этом я тоже всегда говорю, включая НАТО, об этом я тоже всегда говорил, и о роли НАТО, плохой роли НАТО. Ну, собственно, и все. Где вы нашли противоречие между медицинским фактом, кто начал войну и зачем, и между тем, как сделать так, чтобы этого больше не повторилось, чтобы мир был на многие десятилетия, чтобы Украина вошла в некую конструкцию безопасности, и чтобы были ликвидированы
те геополитические причины, которые могут спровоцировать это еще раз. Ну, покажите мне противоречия в моей логике. Не вижу. Руслан спрашивает. Здравствуйте, Александр, Дмитрий. В 2022 году Россия, учитывая опасность ситуации для остановки войны, пошла на болезненные уступки вплоть до обсуждения статуса Крыма. А сейчас ситуация обратная, но Украина на уступки не идет. Если она этого не делает из-за возможной негативной реакции общества и радикалов, то получается, что Зеленский страну не контролирует. Как же с ним договариваться? Ну, я не очень, честно говоря, понял такой вот как бы замес такой. Россия, 22 год, Крым. Да, тогда была ситуация такая, что плохие дела были у России на фронте, Блицкриг не удался, они рассчитывали на другое. Ну, мы все это понимаем. Поэтому в Стамбуле были одни пункты. Значит, там, я помню, Крым там выносился за скобки лет на 15, ну, что-то такое. Сейчас бессмысленно об этом говорить, да, историю вспять не повернешь, если бы история не знает сослагательных наклонений. Сейчас другая история, и вы зря так говорите. Ни один президент не может принимать судьбоносных решений, не опираясь на общество, на мнение своих людей. Ни один в мире такие судьбоносные решения президент не может принять вот так. А я хочу так. Да, значительная часть очень активного прозападного электората, активистов, жителей городов, сел, семьи погибших, где есть погибшие, люди из семьи, которые потеряли в этой войне, как с ними не считаться не получится. Потому что это может плохо закончиться. Здесь может такое начаться внутри страны, что мама не горюй. А с Поэтому людьми, вы не зря так. которые хотят мира, можно не считаться. Нет, с людьми, которые хотят мира, тоже надо считать. В этом же весь ужас нынешней ситуации, вся сложность. Сложность найти компромисс между здравым смыслом, реальной ситуацией в экономике и на фронте, мнение одной категории людей и другой категории людей. Я просто верю, Саш, что в ближайшие 30-60 дней вот, этот компромисс будет найден, некая формула будет найдена. Но это очень сложная история. Очень непростая штука. Закончить. Легче начать войну, чем ее закончить. Виталий, добрый вечер. Александр, Дмитрий, вопрос. Можно ли сказать, что пленки Миндича – это украинский аналог списков Эпштейна? Полное опубликование затягивается. Намеки есть на самый верх руководства Украины. Топовые фигуранты за неимением королевских титулов, которые можно отозвать, отправляются в леса от греха подальше. Какую развязку вы прогнозируете для этих двух резонансных компроматов? Никакой развязки не будет в этих компроматах. Это игра, так сказать, да, это инструменты игры глобальной. Да, здесь в одном аспекте, там началась кампания про анти-Трампа, анти-Мага. То же самое все. Ну, все то же самое. Поэтому в зависимости, кто там кого перелопатит, так там и будет с этими списками Эпштейна. Что-то покажут, что-то не покажут. Если в следующем октябре демократы возьмут реванш, мы узнаем больше из списков Эпштейна. Если республиканцы и Трамп усилятся и сохранят большинство в Конгрессе, мы забудем про списки Эпштейна. Ничего нового, под Луной все так же. И здесь у нас ситуация. Вы же видите, как Набу говорит, если что, мы можем еще. Мы говорим, давайте. Они говорят, ну, если что, то мы пока нет. Ну, кто-то руководит, да, значит, идет этим процессом. Да. Кто-то из ФБР. Вот и все. Кто-то, конечно, руководит. Значит, с Шабуниным, Порошенко, Алексей пишет, и Залужным мы все поняли. Двуличие тоже. Осталось одно услышать от вас, Дмитрий. Ермак – вор или оговор? С уважением. Ну, если бы я был судьей, я бы вам дал ответ на этот вопрос. Вы же знаете, что я не хайпую на этой теме. Да? Ну, я же не хайпую. Я вам больше того могу сказать. Мне противно от того, что я вижу, какие людишки в нашей политике мерзкие и скользкие. Ну, вы представляете себе количество людей, которые боготворили Ермака и считались в его команде, которые там просиживали штаны у его кабинета, которых он там назначал, которые клялись ему в верной дружбе, да? Это я видел Ермака один раз в жизни.
5,5 лет тому назад. А вообще, представьте себе люди, которые вот доброго слова сегодня никто от них не скажет. Они уже присягнут сейчас скоро другим. Поэтому давайте требовать от НАБУ до конца расследовать это дело, чтобы мы наконец-то услышали и увидели все про коррупцию. Есть ли в Украине коррупция? Конечно, есть, громадная. И в эти 5 лет, и в предыдущих 5 лет, и так далее. Я вам другое хочу еще сказать. Про Ермака, кстати. Вот сейчас многие, тоже вот мы живем на Лу, значит, многие говорят, вот там Ермак, значит, решил, что он пойдет на фронт, и это, мол, значит, лицемерие, какой там фронт, это он хочет, значит, чтобы не НАБУ занималась, а ГБР. Я вчера разговаривал с американскими друзьями своими, и они мне вот что говорят. Они прочитают наши телеграм-каналы и говорят, у вас странная, говорит, какая-то реакция. Я говорю, в чем? Он говорит, какой фронт? Вы, говорит, вообще понимаете, что человек, обладающий таким пластом информации и всей гостайны, вы, говорит, представляете, насколько это, как он сказал, так, лакомый, да, лакомый шматок для спецслужб многих-многих, говорит, государств. Говорит, я бы на вашем месте, но он имел в виду на месте украинского государства, я бы подумал бы об охране этого человека. Вы там, говорит, все разбираетесь с коррупцией, там, что там было, не было, он участвовал, не это вы себе там внутри разбираетесь. Но тот объем государственных тайн и всей информации о вашей стране, которой владеет этим человек, ну, говорит, как вы думаете, а ФСБ это может заинтересовать? А других? Поэтому вы там его охраняете. Я даже не подумал об этом. Знаете, есть очень хорошее место, охраняемое, в СИЗО. Никто не проберется, никаких нет там ФСБшников, все нормально. То есть можно определить и под охрану, так сказать. Как помните, над Коломойским если у тебя смеялись. есть связи, значит, с нашими представителями тех структур, которые занялись этим делом, то передай свое это пожелание и так далее. Ну вот и все. Смотрите, сейчас я еще хотел вот что сказать. Вот еще что я хотел сказать вам. Вот сегодня у нас что там, 8 декабря. Вот запомните один мой прогноз. Хотя, если он не сбудется, то и ничего страшного. То не запоминайте. Прогноз мой такой. Да, не, запоминайте, но если не сбудется, ничего страшного. А прогноз мой такой. Не списывайте. Я бы не списывал еще этого человека с политической жизни нашей страны. Вот так я вам скажу. Вот такое у меня есть ощущение. Что я не прав. Не знаю. Значит, продолжаем. Вопрос Дмитрию. Уважаемый Дмитрий, у меня к вам только один вопрос, но он меня очень интересует. Скажите, пожалуйста, Украина плохо жила, когда дружила с Россией? Зачем были эти развороты в сторону Запада? Спасибо. Лика. Украина также жила... Окей, по-взрослому буду отвечать. Дружат мальчики, девочки в детском садике. Государства не дружат друг с другом, а проводят взаимовыгодную политику. Или выгодную не взаимо, а выгодную в одну сторону. Это первое. Второе. Конечно, где-то с 2013 года, когда американцы, Запад, глобалисты ввели сюда грантоедов, USAID, Сороса и развернули под некую иллюзию евроатлантической интеграции, понятно, что это была глобальная такая история. Сделать из Украины такой форпост против России. Ну, это все понятно и ясно. Можно ли это вернуть вспять? Нельзя. Приняли это украинцы, продемонстрировав это на выборах? Ну, судя по всему, да. Умеют они, глобалисты, работать с формированием общественного мнения? Нам же эту конфетку. Европа, нам вот сюда, Европа, иллюзия, НАТО, еще чуть-чуть, мы вас возьмем. Ну, так это все было. А пока нам сюда, нам советы, а пока нам сюда транснациональные корпорации, а пока вот это все, и сформировали нас в этом ключе. Еще раз, мы можем вернуться? Нет. А вот можем ли мы после войны пересмотреть свою внешнеполитическую доктрину и пересмотреть вообще себя в этом мире? Я считаю, да, можем. Как поступим, не знаю. Ну, можем, шанс имеем. Я всегда говорил, что вот наша миссия была бы это связующий транзитный мост
да, Евразия, Азия и Европа. Не представляется. Оксана уточняет, это апелляция к одному из ваших ответов на вопрос. Получается, украинцы продолжают умирать, а Зеленский молчаливо соглашается с этим, сидя на Даунинг-стрит 10, потому что Британию в 45-м лишили куска пирога, а на фронте в курсе вообще этого? Как бы вам объяснить так, что войны начинают и заканчивают политики. Войны начинают и заканчивают, исходя из политических соображений. Никогда в мире и в истории никого мало интересовало вот то, о чем вы говорите, потому что вы говорите как обычный человек. И мне очень хочется, чтобы война закончилась. Мне очень хотелось, чтобы война вообще не начиналась. В современном мире не должны убивать люди друг друга. В современном мире, на мой взгляд, противостояние должно вестись в других отраслях. Можно давить там на соперника, на страну экономически, финансово, политически. Я очень хочу, чтобы война закончилась завтра утром. Но это же просто наше желание с вами. Мы хотим, чтобы война закончилась. А дальше мы же ведем дискуссию о другом. О том, что будет дальше, о политических реалиях, о геополитических договоренностях, кто во что играет. Мы же вот в этом русле обсуждаем. А вы меня переводите в русло человека, человеколюбия. Да, конечно, я же здесь живу. Нас же по ночам здесь летает, и света нет. Конечно, я хочу, чтобы война закончилась, и чтобы мои дети не просиживали по полдня в бомбоубежище, когда ходят в школу. Конечно, хочу. А дальше мы переходим в дискуссию, что сказал Стармер, что сказал Мерц, с чем поехал Владимир Зеленский, что мы требуем от мира, что мир нам предоставляет. Мы ж вот в этом же русле ведем дискуссию. Поэтому оно, к сожалению, не всегда совпадает. Да, еще Что, одно... Дональд Трамп, когда говорит про Венесуэлу, его очень интересует там жизнь какого-то отдельно взятого гражданина Венесуэлы. Его интересует убрать Мадуро, поставить Мачедо и завладеть запасами нефти. И все. А в Сирии, а в других, в других регионах земного шара, а когда гибнут там в Израиле, в секторе Газа, в Иране, да неважно где. Политики решают свои задачи на уровне государства. Еще одно уточнение. Главная цель ЕС война, напряженность на границах России и НАТО. Если так, то есть два варианта, которые устроят ЕС. Украина в НАТО, либо Россия у границ Румынии, Венгрии и так далее. Правильно? Третий есть вариант. Европа хочет дожать или выждать возможной смены власти в Штатах, чтобы вернулись демократы, чтобы опять вернулись сладкое слово НАТО, опять вернулась внешнеполитическая доктрина Клинтона, Байдена, Сороса и так далее, и чтобы Европа опять продолжала жить под этим зонтиком и так далее. Или же Европа затягивает этот процесс для того, чтобы самим немножечко подготовиться. Они не готовы сегодня ни экономически, ни с военной точки зрения, не готовы ни к каким, так сказать, возможным вариантам. Поэтому Европе нужно время. Глобалистской Европе. Сейчас же Европа разная. Да, появились чехи, словаки, венгры, Австрия, Бельгия. Мелони, итальянский премьер, говорит, мы заканчиваем закупку оружия для Украины, будем помогать им дипломатически. Потому что это правые, потому что это где-то симпатики трампистов. А есть левая Европа, глобалистская Европа. Мерц, Стармер, Макрон. Что мы с вами по кругу ходим, одно и то же. А есть страны Балтии. У них там историческая история. Они рядом с Россией, у них там советская. Вы это тоже все помните. Есть Польша, которая при глобалистах, при демократах была главным их форпостом здесь, олицетворением и лидером Восточной Европы. А Трамп сейчас меняет Польшу где-то на Венгрию. И говорит, вон приличный парень венгров, а поляки меняется мир. Мы сейчас входим в очень жесткое время, пятилетний такой период нового политического цикла, где будет все меняться. Так, как было, не будет. Как будет иначе, сейчас формируется и строится. Задача Украины после войны как-то войти в этот новый цикл и найти свое место в будущей архитектуре Европы. Глобально это так. Лина Востроилова, новая архитектура мира – это поражение Европы и отход в сторону гегемона. Украине некуда входить, и она попадает под влияние России.
А кто вам сказал, что Европу можно списать? Европа – это 500-миллионный рынок. Нынешняя Европа слаба. Она восстанет из пепла. С появлением новых лидеров, с появлением новой реальности, с появлением новых экономических возможностей, после войны в том числе. Они воспрянут, они никуда не денутся. Европа потенциально мощная и интересная для всех. А просто сегодня мы живем в эпоху больших событий и маленьких людей. Там нет лидеров таких, знаете, которые несут смыслы в мир и с мнением которых считаются. Но вы не правы. Можно выстроить внешнюю политику так, как это делают сегодня, например, казахи со своей многовекторностью, не попадая в стопроцентное влияние от кого-то одного. Оно у них было, сейчас нет. Американские компании, британские компании, китайские компании, российские компании. Нет вопросов. Вот такая политика сегодня, на мой взгляд, очень... она и своевременна, и современна. И отражает вот всем тем трендам, которые сегодня происходят. Я бы хотел, чтобы Украина выстраивала аналогичную внешнюю политику, привлекая инвестиции, совместные проекты из Запада и с Востока. Вопрос. Со слов Дмитрия, Зеленский пытается сформировать европейскую коалицию против Трампа. Получается, Зеленский тоже хочет продолжения войны, раз дружит с глобалистами Европой, которые хотят продолжения войны. Я уже про дружит все сказал. Есть прагматичное стремление, желание, требование. Продолжение войны. Вот понимаете? Вот я не понимаю. С точки зрения украинцев, с точки зрения... Мне тоже непонятно. Вообще там... Мне тоже непонятно. Всех сфер жизни. Экономика, мне медицина, тоже непонятно. образование. Я тоже хочу... Саш, да мне тоже непонятно. Да нет у нас спора с тобой на эту тему. Мне тоже непонятно, что нам делать с этой Европой, которая, используя свои рычаги влияния на нас, решает свои задачи. Мне тоже непонятно, для чего затягивать войну, кто это даст, что будет лучше, не будет лучше. Я тоже считаю, что надо скорее находить компромиссное решение и приносить мир. У нас тут нет спора. Я тоже так считаю. Антон Кузьмин. Почему евреи в Украине, многие, приняли и молчат об ООН-УПА и тех активистов, которые носят свастики? Почему забыли кровь предков? Не знаю, кто молчит, кто не молчит. Мою же позицию вы знаете. И по ООН-УПА и так далее. Моя семья не понаслышке знает, что такое концлагеря. Моя семья не понаслышке знает, что такое окончательное решение еврейского вопроса. Поэтому позвольте, я на эту тему не хотел бы дискутировать, если вы не возражаете. Так, значит, вот такой еще давайте один вопрос. Сейчас улетел. Люди. Ладно, сейчас не найду. В общем, так, нет, не про Беларусь. Да, смотрите, друзья, шутят, тут Лувр затопили, обокрали, увольняются сотрудники, потому что зарплату не платят. Вот это Европа, конечно, тут смеются по этому поводу. Сегодня, кстати, новость пришла по поводу того, что вообще не могут совладать с ними. Вот. Хватит ли людей еще на год, спрашивает пользователь. Ведь нам Европа очертила год войны. Я бы очень хотел, чтобы то, что нам очертили, пусть бы они очертили себе. Нужен мир. Я надеюсь, что в первом квартале 2026 года он постепенно будет вырисовываться, этот мир. Я так надеюсь. А ставить вот так вопрос, хватит ли нам людей или до последнего украинца, я даже думать об этом не хочу. Вот и все. У нас большая страна. Теоретически, наверное, люди еще есть. Просто странная история. Никто же из элиты не воюет. У них у всех, у многих все хорошо. Я, поверьте мне, знаю много людей в Украине разных, которые в разных структурах работают, на разных должностях. Ох, все эти 4 года многие, вы себе даже не представляете. Вот, поэтому война грани имеет.
Война – это кровь, пот, трагедия, убийство, смерти каждый день с одной стороны. Любая война, на ней зарабатываются громадные деньги, и официальные, и неофициальные. На любой войне, западная, восточная, неважно. Америка, Европа, неважно. Коррупция есть везде. На войне коррупция есть везде. На госзаказах коррупция есть везде. Лоббизм есть везде. Военно-промышленный комплекс везде. Просто у нас это в каком-то гипер... Знаете, вот тут взрывы, тут вот концерты, а тут вот элита там скупает все в Европе, сыновья где-то катаются, а потом их папы выходят и с трибуны рассказывают, как должно быть. У нас вообще все. И напоследок я вот что вам хочу сказать. Нету никакого миропорядка. Перестаньте взывать к нему. Его никогда не было. Было всегда право силы. Было, есть и будет. Во все времена сильные нападали на слабых. Во все времена. Поэтому надо быть сильным, умным, хитрым, мудрым, привлекать деньги отовсюду и строить свою экономику и армию. И тогда на тебя не нападут. Вот так мир устроен. А мы все вот это к принципам, к ценностям. Какие ценности? А где какие принципы? Нет, ну Европа хоть слово говорит Дональду Трампу, мол, Дональд, а что это вы так позволяете себе, там, Мадуро, Венесуэла, суверенная страна, вы как-то это вот. А что это вы, Дональд, руку жмете Аль-Шара, мол, террористы из Сирии, а сейчас как бы... Вы что-то слышали об этом? Я нет. Ну, значит, двуличие, значит, двойная мораль, значит, лицемерие. Ну, тогда вопрос, какие это правильно? Вот и все. Реал-политик. Так было, есть и будет. Книги надо читать. Было всегда. да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали в нашем сегодняшнем эфире. Книги надо читать, и надо начинать с первой книги. Это не букварь, ну тоже на букву «Б». О Библии идет речь и о 10 заповедях, да? И все-таки нужно выполнять взятые на себя обязательства, и тогда, может, и действительно и войны не будет. Дмитрий, спасибо большое. Для многих наших представителей, да, можно было бы и букварь осилить. Не все там осилят. Да. Спасибо большое за время и мысли. Спасибо. Друзья, всем большое спасибо, что посмотрели этот эфир. Пожалуйста, поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя, добра и света.